Всем привет! Сегодня будет видео по новой тематике для этого канала, но по старому хендмейд направлению. Я буду делать кольцо из полимерной глины. Это самодельная запекаемая в духовке полимерная глина, но к этому мы вернемся еще в одном из следующих видео. Подпишись, если интересно, как я ее делаю. Я уже размяла глину, она готова к работе. Правда, я где-то залезла в пыль, и теперь она вся в ворсинках. Сначала нужно сделать замер пальца, он же и будет основой для лепки и запекания. Ставлю пометку для склеивания. Я не побоюсь и скреплю бумажку прямо скотчем. В духовке он немного подплавится, но это не страшно. Оказалось, что я криво отрезала бумажку, но на результат это никак не повлияет. Главное сделать более-менее равномерный цилиндрик. Теперь приступаем к глине. Чтобы толщина кольца была равномерной, у меня есть такие линейки для раскатки. Это знаменитые деревянные линейки Можга, которые покрыла акриловым лаком, чтобы они не морались. Раскатываю сначала просто пальцами, потом беру линейку и параллельно колбаске прикладываю ее. Постепенно раскатываю в более тонкую колбаску. Так получается абсолютно равномерный и идеальный слой. Теперь придавливаю линейкой полоску. Она плохо отлипает от линейки. В момент съемки я где-то потеряла свое лезвие резак, поэтому решила отделить глину моей бумажной заготовкой. И вуаля, она легко отстала. Теперь прикладываю полоску глины к заготовке, довольно плотно. Вместо утерянного лезвия отрезаю лишнее куском алюминиевой банки. Прорезаю сразу 2 слоя глины, чтобы на срезе был четкий стык. Чисто интуитивно решила на пальце прикатать полоску об стул. Сейчас будут различные попытки сравнять стык. Ручкой от кисточки. Примяла, расстроилась. Возвращаю пальцами и все по новой. Приминаю с боков. Теперь пальцами сглаживаю стык. И опять прикатываю об стол. Подбиваю бока линейкой, и так получается убрать перекос после раскатывания. Мне, если честно, даже нравится, что получается немножко небрежно, потому что так довольно интересные получаются изделия. С душой, так сказать. Ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте или обезжиривателе для ногтей, я вытираю видимые ворсинки. Не везде, конечно, помогает такой метод, но стало немного лучше. Зато заодно получается выглаживать поверхность изделия. Вообще желательно иметь на столе влажную салфетку, чтобы вытирать руки, если вдруг что-то пыльное потрогали. У меня есть вот такая сухая пастель, она не влезает у меня в кадр. Это Невская палитра, сонеты, 24 цвета. Здесь красивые разные цвета. Я очень люблю летнюю тематику, просто обожаю. Поэтому хочу использовать цвета заката. Возьму желтый лимонный. Вот такой оранжевый, даже желто-оранжевый, как фанта. И вот этот красный коралл. И, может быть, еще вот этот розовый фуксия. Хоть он и холодный, но у меня первый лимонный тоже довольно холодный получился. Для нанесения пастели я взяла просто кисточку для макияжа. Буду наносить градиентом поочередно разные цвета. Также для очищения кисточки я беру любую салфетку. Салфетку сбрызгиваю спиртом, и можно вытирать об нее кисть. Таким образом, кисть не будет мокрой, потому что спирт быстро высыхает. Сначала я пробую, как будет отдаваться цвет. Пастель не то чтобы сильно сухая, но и не мягкая, а кисть у меня очень мягкая. Такой вариант не подойдет, придется немножко ее натереть. Тру пастель, все тот же кусочек алюминиевой банки.
Набираю на кисть то, что накрошилось. И не сильно давя втираю в глину. При переходе с одного желтого на другой это не обязательно, но я вытираю кисть и понимаю, сколько в ней осталось моих розовых теней. Люблю розовые тени. Ну ладно, достаточно. Пошел желто-оранжевый цвет. Такая мандаринка или клементинка, что ли. Делаю градиент, растушевываю с предыдущим цветом. Такой приятный цвет, скорее бы лето. Я думаю, что сейчас у меня, конечно, не получится идеально. В первую очередь я просто предлагаю саму идею. Я это пробую вообще сейчас впервые. До этого я так не пробовала делать. Возможно, если бы я подготовилась, то было бы намного качественней. А еще я где-то потеряла свое лезвие для глины и не могу ее нормально раскатывать, потому что она ко всему прилипает. Беру яркий коралловый цвет. Такими продольными движениями туда-сюда хорошо делать блендинг цветов, то есть градиент. Вот, обожаю это сочетание, переход из оранжевого в розовый. Это просто супер красиво и атмосферно. Как я и говорила, это такие цвета заката. У меня тут осталось вот столько места на кольце. Сейчас я хочу попробовать перейти в холодный цвет. Я понимаю, что это не совсем по тематике этой, но здесь довольно-таки прохладный желтый, и, возможно, это как-то сыграет. Настало время фуксии. У меня получилась немножко влажная кисть. Так цвет отдается поярче, но минус в том, что ложится цвет немножко неровно, так слегка полосит. Разношу слегка в сторону желтого, но потом почищу кисть и добавлю еще желтого. Желтого нужно побольше, он не сильно насыщенный по сравнению с другими цветами. Немного затеплила фуксию, так получается. Еще раз подравниваю линейкой кольцо. Перед тем, как отправить запекаться, проверяю, все ли меня устраивает. Желтый, оранжевый, красный, малиновый и снова желтый. Решила, что нужно еще добавить насыщенности желтому. Натерла его прямо о бумагу. Так больше цвета отдалось. Ну все, теперь я довольна оттенками. Еще раз уже окончательно поправляю форму кольца. И отправляю запекать на 120 градусов Цельсия на 30 минут в духовку. Прямо на этой бумажке. Скотч на ней немножко скукожится, но это не помешает процессу и даже вонять не будет. Кстати, я обещаю выложить в Инстаграм фото с этим кольцом на руке. Пните меня, если я забуду. Сейчас отправляю колечко запекаться. Это уже другой день, я показываю вам готовый результат. А здесь очень похоже на персик. По идее, можно обрезать ровно края, но я решила вообще их не трогать. Кольцо я делала по указательному пальцу. Можно поворачивать его желаемым цветом. Для среднего пальца кольцо оказалось большевато, я об этом почему-то заранее не подумала. В любом случае оно гибкое, как резиновое, и его можно подрезать и подклеить. По ощущениям, кольцо очень комфортное и приятное коже. Жди фотки в Инстаграм с ним, и до скорых встреч, пока!